Вот Venezuela Orange в ожидании того, что будут получать сейчас пищу. Задумались, но ничего, никаких мер не предпринимают. Вот рядом коридоросы крапчатые. То же самое, какое-то у них непонятное спокойствие. Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. Очередной вечер. И давайте мы посмотрим, как чувствуют себя наши рыбки. На этой неделе хочу отсадить Данио на нерест. Есть тут такие приличные экземпляры, то потихоньку она распродается. А мальков у нас особо и нету, только крупные рыбки. Вот такие у нас уже синие тернеции. Тех, которых мы недавно пересаживали. Хорошо принимают корм. И сушку, и живой. Живой однозначно им дается для лучшего развития и пищеварения. Ну и сушку едят. Тоже не отказываются. Вот, пожалуйста, пара анциструсов задумалась. Возможно, будет нереститься. Но самочка эта помоложе. Она такая вроде бы как худенькая. Вот там он за коряшкой левее. Та постарше. Может с ней нереститься. Но какие-то намеки у него есть на это мероприятие. Смотрите, какие у него рога. Сом, короче, ему где-то год и 2 месяца, может год и 3 месяца. Ну, рога у него такие серьезные. И серьезные намерения у него к этим самочкам. Сидят мои штербы, грустные. Нерестов у них нет. Хотя вот там вроде бы как вдали, в самом углу там, да, вроде бы как то самочка, да. Такая она, вот она. Такая она толстенькая, да. Но почему-то у них ничего не происходит. Сидят себе, вот такие они красивые. Вот смотрите, отдельно сидят у нас производители оранжи, 4. И никаких действий не происходит у них. Вот смотрите, какой рогатый самец анциструса. Тоже он своими плавниками так машет. Видите, вроде бы как обмахивает икру. Но я думаю, что тоже вон самочка тоже вдали, да. Думаю, тоже будет у них нерест. Потому что давно они уже не нерестились. То есть у него такие движения, вроде бы как он зазывает ее. Вот здесь наши старички коридоросы задумчивые. С ними вместе голубой неон. Часть гуппи. Кстати, гуппи нормально приносят малька. Сегодня даже утром заглянул, смотрю. Мальки плавают. Как они их не поели. 8 штучек выловил. Не знаю, как они в такой толпе и без укрытий смогли остаться живыми. Ну, как-то так произошло. Ну, здесь компания старичков. За неделю ничего у них не изменилось. Ждут вечернюю трапезу. Ну, я их кормлю в основном сушкой. Живой корм иногда попадает, но это очень редко. В этом 80-литровом аквариуме тоже такая компания симпатичная. В основном красная тернеция. Внизу вот отдельно желтая почему-то собралась внизу. Но они меня увидели и понимают, что сейчас будет прием пищи. Вот на коряшке у нас подростки анциструсов. Такой хороший выводок. Красивые такие черные. Это у меня так редко получается. Обычно такие серенькие они какие-то. Это вообще такие черненькие. Симпатичные. Вот они коряшку эту обследуют. И объедают ее потихоньку.
Вот в этом аквариуме у нас приличная такая тоже компания, хорошие подростки, хорошие рыбки. Вот понемногу реализовываются. Значит, этим, кстати, рыбкам 6 месяцев. Вот они такие. Вот здесь вот тоже по 5 месяцев рыбки. Вот такой размер. Да, еще пока показываю вам анциструсов. Значит, был такой вопрос, чем я кормлю мальков анциструса. Вот как они уже начали кушать. Значит, хочу вам сразу сказать, что первый месяц анциструсы едят только лишь артемию. Под конец первого месяца я им даю немножко, начинаю приучать к аулофорусу. И уже когда месяц им есть, начинаю понемножку давать им сушку. То есть бросаю прямо гранулы на дно. Ну, не в большом количестве, а так, может, полщепоточки. Для того, чтобы они привыкали и начинали поедать. А для того, чтобы они к этому привыкали, у них всегда находится вместе с ними там, начиная с месячного возраста, один анциструс, который из предыдущих выводков, то есть чуть-чуть постарше. Он примерно в 2 раза их больше, но он уже сушку ест. И я так понимаю, эти малыши на него смотрят и тоже начинают ее кушать. Ну, либо если она остается, то этот старший анциструс все подъедает, то есть корм не остается. Так, здесь у нас продолжают жить и размножаться гуппи. Все у них хорошо, производители просто класс. Производители наши тоже чувствуют себя хорошо, я имею в виду тернеция и красный неон. Но красный неон что-то не реститься не хочет. Не знаю, в чем причина, вроде бы все делаю как положено, но какой-то он грустный в нерестовике. У меченосцев тоже порядок. Ждут вечернюю трапезу. Все у них хорошо. Друзья, вот пока работал на разводне, пришел такой небольшой заказ. Вот смотрите. 17 здесь гуппи пополам. 18 пополам самцов и самок. И 2 вот таких анциструса. Примерно 5,5 сантиметров. Рыбки уезжают к новым владельцам. В новый аквариум. Все-таки решил пересадить с этого аквариума оранжевых и желтых тернеций. Вот они у меня здесь. Сейчас мы бесцветных отсюда уберем. А этих рыбок пересадим в другие аквариумы. Я вам это все покажу, конечно. Ну что, часть рыбок, которые поменьше были, переехали вот сюда, к синим. Они примерно того же размера, может чуть меньше, кто-то чуть больше. Вот, а в этот аквариум переехала основная масса тех рыбок, которые побольше. Здесь, как вы помните, вместе с анциструсами, вот их целая тут такая семейка, да, они на коряшке постоянно сидят. Здесь были производители тернеции, я их пересадил в другой аквариум. Вот такая компашка находится сейчас здесь. А вот наш Батяня красавец. И вот у него там в гнезде есть икра. Вон можно видеть. Одна кучка. Это говорит о том, сейчас попробую подсветить ближе, что он отнерестился с одной самочкой, потому что всего лишь одна кладка икры. Если бы было 2, а у него такое бывает, то, конечно же, это значит, что он отнерестился с 2 самочками. Вот он такой красавчик. Вот сидит рядом с гнездом и охраняет, не дает никому туда заходить. Вот сейчас хорошо видно и самца, и икру. Друзья, вот такое коротенькое видео. Кто не подписался, подписывайтесь на канал.
И до встречи в новых видео. Пока-пока.